Прогноз Центра экономики и бизнес-исследований СЭБР. Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира. Китай станет крупнейшей экономикой мира в 2028 году, на 5 лет раньше, чем предполагалось ранее, из-за разного восстановления двух стран после пандемии COVID-19. Хотя считается, что вспышка коронавируса возникла в китайском городе Ухань, умелое управление пандемией Китая, в результате которого был введен строгий карантин, привело к тому, что его экономические показатели по сравнению с Западом улучшились. Официальные данные показывают, что с момента начала пандемии в Китае зарегистрировано около 87 тысяч случаев заболевания и чуть более 4600 смертей. Эти цифры когда-то были высокими, но их уже давно затмили вспышки в Европе, США и других странах. Ожидается, что в Китае средний экономический рост составит 5,7% в год в период с 2021 по 2025 год, а затем замедлится до 4,5% в год с 2026 по 2030 год. Влияние пандемии на мировую экономику, вероятно, проявится в более высокой инфляции, а не в замедлении роста. Хотя в 2021 году в Соединенных Штатах, вероятно, произойдет сильный постпандемический подъем, их рост замедлится до 1,9% в год в период с 2022 по 2024 год, а затем до 1,6% после этого. Япония будет оставаться третьей по величине экономикой мира в долларовом выражении до начала 2030-х годов, когда ее обгонит Индия, опустив Германию с 4 на 5 место. На Европу приходилось 19% объема производства в 10 ведущих экономиках мира в 2020 году, но к 2035 году этот показатель упадет до 12%. Доля Китая в мировой экономике выросла с 3,6% в 2000 году до 17,8% в 2020 году. Экспорт вырос на 9,9% в сентябре по сравнению с годом ранее. Импорт рос самыми быстрыми темпами в этом году, увеличившись до 13,2% после падения на 2,1% в августе. Выросли и показатели торгового оборота между Китаем и США. Об этом заявил Ли Куйвэнь, пресс-секретарь Главного таможенного управления и директор Департамента статистического анализа. В третьем квартале общий объем экспорта и импорта, стоимость экспорта и стоимость импорта достигли нового максимума. Совокупный экспорт показал положительный рост за 8 месяцев. За первые 3 квартала общий объем торговли между Китаем и США составил 2,82 триллиона юаней, 418 миллиардов долларов, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди них экспорт в США составляет 2,18 триллиона юаней, 94,9 миллиарда долларов, увеличившись на 2,8%. Что касается импорта, то в течение первых 3 кварталов стоимость импорта сельскохозяйственной продукции из США составила 91,39 миллиарда юаней, 13,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 44,4%. Предыдущие экономические данные из Китая, опубликованные в октябре, показали, что производственные мощности уже выросли после того, как страна смягчила пандемию коронавируса в своих границах. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена, Филипп. и Оксана, а также вся команда делового мира.